Приветствую вас на канале Wow Nails Design, и в этом видео подготовила для вас мастер-класс вот таких вот змеиных принтов, рептилии на ноготках. Я подобрала 3 самых простых и в то же время очень эффектных способа стемпинга и втирки на ноготках. Уверена, этот дизайн будет очень актуален и осенью, и зимой. Мои клиентки уже оценили его. Использовать буду вот такие вот пластины. Все названия и ссылки найдете в описании под видео. На мой взгляд, это самые эффектные варианты принтов. Итак, первый вариант дизайна и самый простой вариант стемпинга – 100% безотказный способ. Перекрываем ноготок черным плотным гель-лаком. Я это делаю в один слой, просушиваю его 30 секунд и затем перекрываю топом без липкого слоя под втирку. Все названия и ссылки материалов найдете под видео. Чтобы топ хорошо выровнялся, ноготок могу перевернуть, если нужно тонкой кистью доработать. Просушиваю 1 минуту и затем втираю аппликатором по центру и по уголкам зеленую втирку, насыщенный зеленый цвет. В оставшиеся фрагменты втираю медную рыжую втирку и растушевываю, чтобы не было никаких нигде промежутков проплешин. Смахиваю аккуратно кистью. И первый вариант стемпинга, беспроигрышный, мне кажется, вариант, это гель-краска от Bon Pretty. Гель-краска для стемпинга, сушится она в лампе. Наношу так вот жирненько, скрапером снимаю излишки несколько раз, проводя под углом 45 градусов. И отпечатываю на штампик. Штампик обычный, прямоугольным, очень удобно, видно направляющий ноготка и направляющий нашего узорчика. Он не бафился, ничего, просто перенесла и затем переношу на ноготок. Также ноготок мы просто втерли в стирку и переносим наш орнамент. Добавляем кусочки, где не хватает орнамента, просто кусочками, этим же штампиком, этим же отпечатком допечатываем эти кусочки. Далее салфетку, смоченную в обезжиривателе, наматываю на пушер и кончиком пушера как бы вытираю вот эти вот некоторые прожилочки, чтобы не было видно вот такого вот шва. То есть протерев какие-то там дырочки вот эти вот лишние сделать, и получается вот такой вот единый литой узор. Не нужно бояться, что стемпинг это очень грязная какая-то работа. Под пластину для стемпинга подкладываем салфеточку в несколько раз сложную, либо бумажную, либо маникюрную. И гель-краску для стемпинга вытираем обычной безворсовой салфеткой, смоченной в обезжиривателе. Далее ноготок я перекрываю матовым топом, но так как у нас втирка на натуральных ноготках, торец обязательно сначала подпиливаем и промазываем ультрабондом, и уже затем перекрываем топом. Следующий вариант дизайна вот с такими вот кляксами золота. Ноготок перекрыт черным гель-лаком, сняли с него липкость, хорошенько забафили. На штамп наношу по диагонали вот таким образом втирку, рыжую медную и ярко-зеленую. Затем беру лак для стемпинга, сохнет он только на воздухе. Работаем быстро, но аккуратно. Переношу узор на штамп и со штампа на ноготок. Так как ноготок предварительно тщательно забафили, втирка перенесется у нас только в местах узора. В некоторых местах очень часто бывает лак уже подсыхает, не успевает отпечатываться. Эти места промазываем ультрабондом, чуть даем ему подсохнуть и допечатываем со штампа остатки узора. Лак для стемпинга очень быстро сохнет, поэтому не нужно долго ждать. Перекрываем ноготок топом. Мне безумно нравится вот эта бархатная фактура, поэтому я сначала перекрыла матовым топом и затем густым топом без липкого слоя наставляю вот такие вот капли хаотично. Это и будут наши кляксы золотые. Вот таким образом наставила, сушу ровно 1 минуту и затем втираю втирку. У меня эта втирка цвет благородное золото. Аппликатором как бы вглаживаю ее аккуратно. Ничего страшного, если мы будем заходить на матовое покрытие. Смахиваем излишки втирки. И для того, чтобы втирка эта носилась, эти кляксы, промазываем обычным глянцевым топом кляксы. Вот такой вот кистью. У меня это кисть для подмалевков, не самая тонкая. Ей удобно, она достаточно тонкая и в то же время объемная. Прокрашиваю все эти кляксы глянцевым топом без липкого слоя
для втирок или для слайдеров более таким плотным. Стараемся перекрыть, закрыть, главное, всю втирку, но даже если где-то мы лишканули, ничего страшного не будет, это не будет сильно заметно. Просушили 1 минуту и сняли излишки втирки салфеткой, смоченной в обезжиривателе. И вот такой вот эффектный змеиный дизайн у нас получился. Следующий вариант не менее эффектный. Подготавливаем, открываем сразу лак для стемпинга золотой и темно-зеленый. Также рядом с пластиной сразу кладу скрапер и штампик. Быстренько наставляю вот такие вот капли темно-зеленым и золотом. Быстро скрапером распределяю лак, провожу 2-3 раза под углом 45 градусов и отпечатываю узор на штампе. Далее переношу узор на ноготок. Где не отпечатался, допечатываю эти кусочки. Если лак уже высох и не отпечатывается, эти места на ноготке можно промазать ультрабондом, чуть подождать, что он подсохнет, и уже допечатать остатки. Штамп и пластину вытираю салфеткой, смоченной в жидкости для растворения акриловых ногтей, либо растворения гель-лака, то есть жидкости с большим содержанием ацетона. Иначе очень сложно оттирать этот лак для стемпинга. Ноготок перекрываю матовым топом. Матовый топ просушиваю 1 минуту. Далее беру краску, вот такую золотую, гель-краска для объемного поверхностного дизайна и кисть страйпер. И буду обводить по контуру где-то полмиллиметрика толщиной. Делать вот такой как бы бортик. Краска объемная, без остаточной липкости, то есть мы обрисовываем сейчас какой-то орнамент, в данном случае это бортик по периметру, по контуру ноготка, и больше уже делать ничего не нужно, очень быстро получается дизайн. Не нужно идеальной какой-то формы, такой вот должен быть неровный бортик, так как-то более эффектно, лучше даже смотрится. Я добавлю еще вот такие хаотично волнообразные линии, и получается такой очень красивый самодостаточный дизайн и, главное, очень быстрый. И в дополнение ко всем этим рептилиям вот такой вот градиент втирками. Ноготок перекрыт черным гель-лаком в 1 слой, и на просушенный черный гель-лак наносим топ под втирку. Это глянцевый топ без липкого слоя. Хорошенько выравниваем, чтобы он был идеально ровный, идеально гладкий. Просушиваем 1 минуту. Если необходимо, если втирка не втирается, обязательно обезжириваем сначала ноготок или протираем спиртом, а затем уже аппликатором вглаживаем втирку. Вглаживаем по диагонали. У нас будет у кутикулы наискосок зеленая и на свободном крае, и по центру рыжая. Также наискосок. И как бы сводящие эти два цвета у меня вот такое благородное золото. Смахиваю аккуратно кистью излишки втирки. И на моем канале, если кто-то еще не видел, не знает, есть видео все-все о втирках. Очень подробное видео обо всех моих втирках и обо всех лайфхаках и проблемных ситуациях при работе с втирками. Ссылочку на это видео найдете в подсказках в правом верхнем углу. И втирку перекрываю, хорошенько запечатываю торец глянцевым топом без липкого слоя. Следующий дизайн — хлопья юки. Они очень красиво переливаются и безумно ярко блестят. Ноготок перекрываю в качестве фона, в качестве подложки вот таким вот глубоким насыщенным зеленым. Перекрываю ноготок в 2 тонких слоя. Каждый слой промежуточно просушиваю по 30 секунд. Просушенный зеленый гель-лак перекрываю топом под втирку. Это глянцевый топ без липкого слоя. Все названия и ссылки на материал найдете в описании под видео. Хорошенько обязательно выравниваем, чтобы ноготок был идеально глянцевый и ровный. Беру вот такие вот хлопья юки. У меня это такой зеленый. Они как бы от медного, от желто-рыжего до бирюзового отливают. И безумно красиво блестят. Можно оставить вот так немного растушеванную, кусочками наносить, а можно втереть практически как втирку. Какие-то хлопья, зернистость будет видно, но это даже еще интереснее получается. Чем-то действительно немножечко напоминать будет кожу рептилии. Вот такой вот красивый, безумно блестящий, безумно красивый перелив получается от синего до ярко-желтого или даже рыжего. Для хорошей носки на натуральных ноготках также аналогично с втиркой
Торец подпиливаем пилочкой, промазываем ультрабондом и уже перекрываем топом, хорошенько запечатывая торец. Просушиваем в лампе 1 минуту. Ноготок готов. И в завершении к нашему змеиному зеленому маникюрчику добавлю вот такой блестящий фактурный ноготок. Мне и моим клиенткам очень нравится это сочетание зеркальной глянцевой втирки и вот такого посыпанного мармеладного ноготка. В качестве подложки перекрываю ноготок насыщенно зеленым гель-лаком, просушиваю его 1 минуту. И далее буду использовать вот такие сыпучие блестки зеленого цвета. Перекрываю ноготок хорошо у кутикулы. На натуральных ноготках кутикулу лучше сначала чуть подвинуть, чтобы вплотную прокрасить топом ноготок. Хорошенько промазываю торец. Топ обязательно выравниваю. Не сильно тонкий, но и не сильно жирный слой, достаточно плотный. И затем беру листочек бумаги, кусочек небольшой, и на него сыплю блестки. На ноготок обязательно со всех сторон хорошенько пересыпаю. Жду, что они утонут в топе. Ссыпаю, если у меня не осталось в баночке, обратно с этого листочка. И пересыпаю еще раз. Так ноготки с этой посыпкой носятся гораздо лучше. Ноготки с такими посыпанными блестками нужно сушить подольше. Сушим 2 минуты. И после того, как ноготок и топ у нас хорошо просохли, вот такой вот достаточно жесткой щеточкой обязательно счищаем излишки, чтобы они в дальнейшем не цеплялись. И залипательная подборочка маникюра со змеиным принтом готова. А я напомню, не забывайте ставить лайки, если вам понравилось это видео или было полезным. А также, если еще не подписались, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И очень рада комментариям, вашим вопросам или пожеланиям, заявкам на следующие залипательные видео. До новых встреч!